400 метров. На такой дистанции в античности ты должен был чувствовать себя в безопасности. Но римляне придумали оружие, которое ломало это правило. Ты не видишь стрелка, ты даже не понимаешь, откуда пришел удар. Просто слышишь сухой металлический щелчок. И человек рядом падает так, будто его ударили тараном. И вот вопрос: как вообще возможно пробить броню на такой дистанции? Почему это оружие называли скорпионом? И что делало его страшнее мечей? Не по силе, а по психологии? Сегодня мы разберем римскую артиллерию, которую многие недооценивают. А в конце ты узнаешь деталь, из-за которой ветераны боялись не попадания, а самого звука взвода. 400 метров отделяют тебя от вражеской линии, и в античности это почти всегда означало одно – ты вне досягаемости. Обычный лук на такой дистанции уже не дает уверенного поражения, а метатели дротиков и вовсе не способны работать так далеко. Именно поэтому многие армии чувствовали себя спокойно, пока противник оставался где-то на горизонте. Но римляне однажды превратили эту удаленность в ловушку и сделали это не мечом, а механизмом. Звук приходит раньше, чем понимание. Он короткий и сухой, похожий на металлический щелчок затвора, хотя до настоящих затворов человечеству еще далеко. Через мгновение рядом с тобой воин выбывает из строя так, словно его ударила тяжелая балка. На каменной кладке или щите остается ровная пробоина, а в воздухе нет ни лучника, ни видимой дуги, ни привычного свиста обычной стрелы. Самое пугающее в этот момент даже не само попадание, а ощущение, что бой нарушил правила. И если ты думаешь, что это был единичный случай, следующий щелчок доказывает обратное. Эту машину римляне называли «Скорпион», и имя было выбрано не ради красоты. Она не рубила, не давила, не ломала шеренги напором. Она жалила с той дальности, где человек обычно был уверен в своей безопасности. В первом веке до нашей эры такие устройства уже стали частью римской военной практики. А около рубежа инженер Витрувий описывает принципы работы торсионных машин в своем трактате «10 книг об архитектуре». Это важная деталь. Речь не о легендах и не о мифах, а о технике, которую фиксировали письменно и применяли на войне. И вот главный вопрос: как римляне заставили небольшую машину метать болт так, будто он вылетает из огромного лука? И здесь начинается инженерное решение, которое не смогли превзойти столетиями. Секрет Скорпиона не в размере и не в силе рук солдат. Его сердце – торсион, то есть энергия скручивания. Вместо деревянной дуги, которая гнется и быстро достигает предела, римляне использовали два мощных пучка волокон, скрученных до состояния тугой пружины. Эти пучки делали из сухожилий животных, а также из конского и даже женского волоса, материалов, которые выдерживали нагрузку лучше любой веревки. Когда расчет из 2 человек взводил механизм, он не просто натягивал тетиву, а накапливал энергию внутри этих пружин, чтобы затем выпустить ее одним резким толчком. Сама машина была компактной, около 1,5 метров в длину, но била с частотой 3-4 выстрела в минуту. Но настоящий секрет не только в механизме. Он в том, что летит из этого механизма. Скорпион стрелял необычной стрелой. Он метал тяжелый болт, похожий на короткое копье, созданный не для красивого полета, а для пробития. Такой боеприпас был толще и жестче. Его наконечник делали под удар по защите, а не по открытой цели. В удачных условиях болт пробивал щит и поражал воина, стоящего за ним. Именно поэтому люди на позициях выходили из строя мгновенно, словно их сбивала невидимая сила, хотя никакого тарана рядом не было. И вот теперь возникает следующий вопрос.
Если это настолько мощно, почему Скорпион считался еще и точным оружием, а не просто устрашающей машиной? Римляне поняли одну вещь, которую многие армии упускали веками. Они не стреляли куда-то в сторону ради шума. Их расчеты били по тем, кто держал боевой порядок и управлял людьми, потому что это ломает армию быстрее любого прямого натиска. Под прицел попадали командиры, знаменосцы, те, кто стоит впереди и задает темп, а также те, чей выход из строя моментально превращает порядок в хаос. Во время осады Иерусалима в 70 году нашей эры римские скорпионы работали именно так, выбивая защитников со стен прежде, чем легионы шли на штурм. На удалении в сотни метров противник порой не понимал, почему линия вдруг начинает рассыпаться. Ведь источник попаданий оставался за пределами привычного восприятия. И самое важное здесь – это оружие не обязано попадать постоянно, чтобы работать. Достаточно нескольких точных ударов, чтобы в головах людей закрепилось одно – теперь небезопасно даже просто стоять. Дальше мы разберем, как римляне превратили эту машину в инструмент войны, который заставлял армии разваливаться еще до первого столкновения. Вот что отличало римскую военную машину от всех остальных. Когда человек впервые сталкивался со Скорпионом, он обычно думал, что это случайность, редкая удача или просто странное совпадение. Но римляне сделали так, чтобы это ощущалось как закономерность, потому что они довели оружие до уровня системы. Витрувий, писавший около рубежа Р, оставил важную мысль. Метательные машины строятся не на глаз, а по пропорциям. Для римлян это было принципиально, потому что в их армии действовало правило. То, что нельзя повторить много раз, нельзя считать настоящим оружием. Основа торсионной машины проста, но требовательна к точности. Внутри рамы находятся два скрученных пучка волокон, через которые проходят рычаги, похожие на короткие плечи. Именно эти плечи разгоняют тетиву и выталкивают болт по направляющей. Если один пучок натянут сильнее другого, выстрел уводит в сторону, и тогда машина превращается в дорогую и бесполезную конструкцию. Поэтому Скорпион ценился не только за мощь, но и за способность бить предсказуемо, когда все настроено правильно. И вот вопрос, который меняет отношение к римской артиллерии: как они добивались этой предсказуемости в реальных походных условиях? И здесь римляне сделали то, что не приходило в голову большинству армий. Римская инженерия не была магией, но она была дисциплиной. Чтобы торсионные пучки функционировали стабильно, их нужно было держать сухими, защищать от сырости и проверять натяжение перед каждым применением. Влага ухудшала свойства волокон, а неправильная настройка снижала дальность и меткость. Поэтому в каждом расчете из 2-3 человек были те, кто занимался не только стрельбой, но и обслуживанием. И это отличало римлян от многих противников. Они не относились к машине как к разовому инструменту. Они относились к ней как к оружию, которое должно действовать каждый день. По данным Вегеция, в позднем легионе насчитывалось до 55 карабалист и около 10 анагров, а скорпионы распределялись примерно по одному на центурию. Это была не горстка редких механизмов, а целая система огневой поддержки, потому что Скорпион был не единственным в своем семействе. В римской практике существовали разные торсионные машины, и Скорпион обычно воспринимают как более компактный вариант, рассчитанный на болты, а не на камни. В этом и был его смысл. Он должен был бить быстро, прицельно и по людям, а не только по укреплениям. Название здесь звучит особенно точно – резкий укол,
который прилетает внезапно и заставляет противника прятаться. На войне это меняло поведение людей быстрее, чем прямые потери. Но где эта машина становилась по-настоящему безжалостной? Самое логичное место для Скорпиона – осада укрепленного города. Там у защитников есть стены, высота и ощущение контроля. Но у римлян есть механизм, который лишает их главного преимущества. Как только на стенах появляется человек, который высунулся слишком долго, он становится целью. Причем целью не для толпы, а для выверенного выстрела, после которого остальные начинают прятаться автоматически. В результате защитники теряют возможность спокойно наблюдать, передавать команды и отвечать огнем, потому что любое движение на стене превращается в риск. Это уже не просто давление, это выключение обороны через опасение высунуться. Но римляне применяли скорпионы не только в осадах. В полевых столкновениях их сила раскрывалась еще жестче, потому что попадания приходили до сближения. На удалении в сотни метров противник мог идти вперед, уверенный, что контакт начнется позже, а в этот момент под угрозой уже оказывались ключевые люди. Командир, который должен держать линию, выходит из строя. Знаменосец теряет контроль над движением, и первые секунды превращаются в хаос. Это не разрушало армию полностью, но сбивало ее ритм, а на войне ритм часто важнее численности. И вот почему опытные воины считали Скорпион опаснее рукопашной. Чтобы понять это, нужно посмотреть на цель. Меч действует, когда ты рядом, когда ты видишь врага и можешь ответить. Скорпион бьет тогда, когда ответить невозможно, потому что источник выстрела слишком далеко для любой реакции. Противник не понимает, откуда пришел болт, и начинает опасаться даже пустого пространства. В этот момент позиция перестает быть местом, где ты можешь проявить храбрость, и становится местом, где тебя может поразить невидимая механика. Дальше мы разберем конкретную тактику, как римские расчеты выбирали цели и почему одно прицельное попадание могло сделать больше, чем десятки ударов в рукопашной. И вот принцип, который римляне поняли раньше других. Армия держится не на количестве людей, а на порядке. Пока боевая линия движется как единое целое, она опасна, даже если противник больше. Но стоит выбить из нее несколько опорных точек, и масса превращается в толпу. Скорпион был создан именно для этого. Он позволял поразить цель там, где эффект максимальный, а риск минимальный. В обычной схватке первым делом ломают передний ряд, потому что он принимает натиск. Но римская артиллерия действовала иначе. Она искала не первого попавшегося, а того, кто управляет. Командир, который поднимает руку, чтобы подать знак. Знаменосец, который держит символ и задает направление. Опытный воин, вокруг которого держатся остальные. Когда такой человек резко выбывает из шеренги, остальные начинают оглядываться, замедляться и ошибаться. На войне это похоже на момент, когда у толпы внезапно исчезает голос, который говорил, куда идти. И вот крючок, который римляне использовали снова и снова. Чем меньше ты понимаешь, тем сильнее ты теряешь контроль. Именно поэтому Скорпион часто воспринимали как оружие, которое подрывает не мышцы, а волю. Болт прилетает без привычного шума атаки, без топота, без боевого крика. Люди не могут определить источник, не способны оценить расстояние и не понимают, безопасно ли оставаться на месте. А когда человек не может понять угрозу, он начинает вести себя хаотично. Кто-то пригибается и закрывается щитом, хотя это не гарантирует защиты. Кто-то бежит вперед, чтобы сократить дистанцию, хотя это только ускоряет поражение.
кто-то делает шаг назад, и это уже создает разрыв в линии. В такой момент римлянам даже не нужно побеждать силой. Достаточно не дать противнику собраться. Но здесь важно не впасть в миф. Скорпион не был чудом, которое решало исход сражения в одиночку. Он не делал любую армию непобедимой, и он не стрелял бесконечно. Но он давал Риму преимущество в самом важном, в первых секундах, когда исход еще не определен. Он мог создать паузу, заставить противника сбиться, дать легионерам время выстроиться и занять позицию. А когда легион занимает позицию, он становится крайне невыгодной целью для лобовой атаки. Цезарь в гальских кампаниях использовал этот принцип систематически. Артиллерия работала по вождям и знаменосцам, прежде чем пехота шла в контакт. И вот вопрос, который возникает дальше. Почему другие армии не могли просто сделать то же самое? Ответ лежит не в технологии, а в системе. Дело было не только в чертеже и не только в идее торсиона. Главный ресурс Скорпиона – это стабильность. Римляне могли позволить себе возить такие машины, обслуживать их, ремонтировать и обучать расчеты так, чтобы механизмы не становились бесполезным грузом. Любая торсионная машина требует ухода. Волокна стареют, намокают, теряют натяжение, а дерево может повести от влажности. В полевых условиях это означает одно – если у тебя нет организованности и специалистов, то у тебя нет артиллерии. У тебя есть дорогая проблема, которую ты бросишь на дороге. Рим же относился к этому как к части армии, а не как к экзотике. И вот деталь, которую упускают почти все. Скорпион не обязан был поражать каждого, чтобы воздействовать на всех. Достаточно нескольких попаданий в правильные цели, чтобы у противника возникло ощущение: любое движение может закончиться выходом из боя. Это похоже на эффект, когда ты слышишь характерный звук, и мозг начинает ждать продолжения. Ты еще не видишь выстрел, но уже реагируешь. И чем дольше это продолжается, тем сильнее разрушается способность принимать решения. Но прежде чем мы перейдем к следующей части, нужно понять еще одну важную вещь. Римляне не стреляли просто так, потому что боеприпасы были ресурсом. Болты для таких машин не делались на коленке из любой палки. Они требовали правильного древка, наконечника и баланса. Каждый болт весил от 200 до 400 граммов при длине 60-90 сантиметров, и изготавливали их фабри, специалисты легионных мастерских. Это значит, что каждый выстрел должен был иметь смысл. Поэтому Скорпион не обращал сражения в хаос случайных попаданий. Он делал его шахматной доской, где снимают фигуры, которые держат всю партию. И следующий шаг в этой истории логичен. Если оружие настолько продуманное, то какой ценой оно работало и что было самым уязвимым местом этой машины? У любой машины, которая кажется нечестной, есть слабое место, и у Скорпиона оно тоже было. Он не прощал грубых ошибок и не терпел халатности. Римляне могли бить на сотни метров, но при этом зависели от того, насколько правильно собрана и настроена конструкция. Если у меча главный риск – это рука бойца, то у Скорпиона главный риск – это калибровка. И вот где начинается настоящая сложность. Торсионные пучки должны были быть одинаковыми по натяжению, иначе болт уходил в сторону. Дерево рамы должно было оставаться сухим и прочным, иначе оно начинало играть и терять геометрию. Направляющая, по которой шел болт, должна была быть ровной, потому что малейшая неровность меняла траекторию. И чем больше расстояние до цели, тем сильнее любой сбой превращается в промах. На войне это означает, что расчет не просто приводит в действие спусковой механизм,
а отвечает за меткость так же, как лучник отвечает за свой выстрел. Только здесь неточность стоит дороже, потому что орудие мощнее человека. Римляне знали об этом и поэтому относились к артиллерии как к отдельной профессии. Витрувий описывает не только принцип, но и то, что метательные машины требуют правильных материалов и выверенных пропорций. Базовым модулем служил диаметр отверстия для торсионного пучка. От него рассчитывались все остальные размеры конструкции. Это не вещь, которую можно сделать примерно и надеяться на удачу. Устройство функционирует, когда оно рассчитано, собрано и обслужено. Настройка перед применением могла занимать значительное время, и расчет должен был знать свое дело. Вот почему не каждая армия могла повторить такой инструмент, даже если видела его в сражении. Неприятель мог понять, что это опасно, но не мог быстро создать структуру, которая заставит это действовать стабильно. Известны случаи, когда захваченные машины оказывались бесполезны. Без обученных специалистов они становились просто грудой дерева и металла. Но римляне нашли решение, которое опередило время на столетия. Они превращали сложное в повторяемое. В их армии существовал подход, который можно назвать стандартизацией, хотя в античности это слово не использовали. Конструкция рассчитывалась по базовым размерам, а остальные детали подгонялись под эти пропорции. Это позволяло не изобретать заново каждый раз, а делать машины похожими друг на друга, чтобы их можно было ремонтировать и обслуживать по единому принципу. И когда такая техника становится привычной, она перестает быть чудом и обращается в обычный инструмент войны. В этот момент враг начинает проигрывать еще до столкновения, потому что у него нет ответа на организацию. Однако даже лучшая конструкция бесполезна без одной вещи – логистика. Скорпион не был легким предметом, который можно бросить за спину. Его нужно было перевозить на повозках, защищать от повреждений и при необходимости разбирать для обслуживания. Даже если само орудие сравнительно компактно, оно все равно остается деревом, металлом и натяжением, которое нельзя просто проигнорировать. Это означало, что римская армия должна была уметь двигаться не как толпа, а как единый организм, где у каждой части есть задача. И чем лучше действовала эта организация, тем быстрее Скорпион появлялся там, где его не ждали. И был еще один враг, с которым не повоюешь мечом – влажность и погода. Торсионные волокна не переносят сырость, потому что она меняет их свойства и снижает эффективность. Если пучки намокают, устройство начинает бить иначе, и это сразу отражается на дальности и прицельности. Поэтому римляне защищали ключевые элементы специальными чехлами и футлярами, держали их в порядке и имели запас материалов для замены. Это не звучит героически, но именно такие вещи решают войны. Враг мог быть смелым, но смелость не заменяет обслуживания. И теперь мы подходим к самому важному. Если Скорпион был настолько требовательным, то почему он все равно считался оружием, которое меняет правила? Потому что он был не просто мощным и метким. Он был встроен в римскую тактику так, что действовал на армию как часть единого плана. Он не стрелял сам по себе. Он открывал пространство для легионеров, сбивал темп неприятеля и заставлял его терять контроль. И дальше мы увидим, как именно римляне использовали эту машину, чтобы побеждать не только в осадах, но и в открытых столкновениях, когда все решают секунды. И вот как это выглядело на практике. Когда римляне разворачивали Скорпион, они не пытались превратить сражение в беспорядочную стрельбу. Они превращали его в зону контроля. Это важная разница,
Потому что большинство древних армий думали о дальнобойном оружии как о способе потрепать врага перед схваткой. Римляне думали иначе. Они использовали скорпион как инструмент, который заставляет неприятеля вести себя предсказуемо. А предсказуемый неприятель всегда слабее. В осадах это действовало особенно жестко. Защитник на стене обычно чувствует себя хозяином ситуации. Он выше, он видит все и может спокойно выбирать момент. Но когда напротив появляется торсионная машина, все меняется. Любой, кто задержался на открытом участке, рискует получить болт с удаленности, которую невозможно считать опасной по привычным меркам. В результате стены превращаются не в преимущество, а в место, где нельзя находиться долго. Защитники начинают прятаться, меньше наблюдают, реже подают сигналы, хуже координируются. Во время осады Иотопаты в 67 году нашей эры римские расчеты методично выбивали каждого, кто появлялся на укреплениях. И город начал проигрывать не потому, что его уже взяли, а потому что его заставили замолчать. Но в осадах это еще полдела. Настоящий эффект Скорпиона раскрывался в открытом столкновении, когда армии еще только сближаются. На дистанции от 100 до 300 метров многие вожди чувствовали себя уверенно. Они могли кричать, выстраивать людей, поднимать оружие и показывать, что не боятся. И именно в этот момент римляне выводили из боя тех, кто держал дисциплину и ритм. Не толпу, не случайных воинов, а опорные точки. После этого армия продолжает двигаться, но уже не так ровно, потому что исчезает управление. И вот здесь возникает неприятная цепочка. Чем ближе враг подходит, тем больше он нервничает, а чем больше он нервничает, тем больше он ошибается. И здесь вступала в силу простая логика. Римляне не рассчитывали на один выстрел. Они рассчитывали на эффект повторения. Когда несколько болтов подряд прилетают туда, где их не должно быть, у неприятеля возникает ощущение, что безопасной зоны больше нет. Люди начинают закрываться щитами раньше времени, теряют обзор, сбиваются в кучу, а кучу легче остановить. Кто-то ускоряется, кто-то тормозит, и линия разваливается сама собой. В этот момент легиону даже не нужно бросаться вперед. Ему достаточно выдержать формацию. И это одна из самых неприятных особенностей Римской войны. Они побеждали, заставляя врага тратить силы впустую. Но как поддерживать это давление? Скорость перезарядки и слаженность расчета становились ключевыми, когда дистанция сокращалась. Взведение одного орудия требовало усилий и времени, около 15-20 секунд между выстрелами. Поэтому римляне применяли несколько машин одновременно, чтобы создать ощущение непрерывного воздействия. В полном легионе могло насчитываться до 60 скорпионов, по одному на центурию. Пока одно орудие готовится, другое уже бьет, а третье наводится. Это не магический шквал, а организованная последовательность, где каждое действие расписано. И когда враг слышит щелчки с разных точек, он перестает понимать, где именно можно чувствовать себя уверенно. Есть еще одна деталь, которую часто забывают. Римляне не пытались заменить меч скорпионом, они использовали его как подготовку. Сначала дистанционное воздействие подрывает уверенность, затем боевой порядок неприятеля становится рыхлым. И только после этого начинается контакт, где римская пехота сильнее всего. В результате получается ситуация, когда бой вроде бы еще не начался, а враг уже устал, уже сомневается и уже теряет координацию. И если смотреть на это со стороны, кажется, что римляне побеждают легко. Но это не легкость, это заранее построенная система. И вот теперь можно честно сказать, почему Скорпион
воспринимался опаснее клинка. Меч требует присутствия и риска, он действует только на расстоянии руки. Скорпион бил на расстоянии всего поля и делал это так, что у врага исчезала возможность ответить. Ты не можешь броситься на орудие, если оно слишком далеко для любой реакции. Ты не можешь вызвать его на честную схватку. Ты можешь только идти вперед и надеяться, что повезет. А когда война превращается в надежду, она перестает быть войной храбрости и становится войной нервов. Дальше мы подойдем к тому, что опытные воины понимали лучше всего. Самое тяжелое не само попадание, а ожидание, которое ему предшествует. И вот где начинается настоящая война – в голове. Римляне редко делали ставку на эффект «попали» и «хорошо». Они делали ставку на эффект «поняли» и «занервничали». Именно поэтому Скорпион так часто действовал как психологическое оружие даже тогда, когда болт никого не задевал. Неприятелю было достаточно увидеть пробитый щит или услышать, как тяжелый снаряд врезается в дерево, чтобы в голове включилась простая мысль: это прилетает издалека и укрыться негде. Самое тяжелое начиналось, когда армия пыталась найти логичное объяснение происходящему. Люди привыкли оценивать опасность по видимым признакам. Если есть лучники, их видно, их можно прикрыть щитами, к ним можно отправить конницу. Если есть метатели, их можно заставить отступить. Но Скорпион разрушал эту привычку. Он мог располагаться за линией пехоты на специальных повозках-карабалистах или на небольшой высоте и поражать цели, которые даже не подозревали, что находятся в зоне досягаемости. Враг начинал смотреть в пустоту и не находил там ответа. А когда нет ответа, остается только тревога. Но это давало римлянам кое-что еще более ценное. Они могли управлять темпом. Они могли заставить врага остановиться, замедлиться или, наоборот, сорваться вперед без плана. Любой из этих вариантов выгоден обороняющейся формации. Если неприятель остановился, он теряет инициативу и становится удобной целью. Если он ускорился, он приходит уставшим и с нарушенным порядком. И когда обе стороны наконец сближаются, оказывается, что римляне встречают не армию, а разрозненные куски, которые уже не двигаются единым фронтом. Иосиф Флавий, описывая осаду Иотопаты, отмечал, как защитники метались под обстрелом, не зная, куда деваться, и это было еще до штурма. Вот почему иногда говорят, что такие машины выигрывали бой до начала, и в этом есть смысл, если понимать его правильно. И у этого эффекта был конкретный механизм. Римляне знали, что тревога не появляется из воздуха. Ей нужен триггер. И этот триггер у Скорпиона был очень конкретный. Это не был крик, не был барабан и не был звук шагов. Это был короткий механический щелчок, который означал, что сейчас произойдет очередное попадание. Причем попадание не обязательно по тебе, но где-то рядом, достаточно близко, чтобы это почувствовала вся шеренга. И вот здесь начинается то, что выводит из равновесия даже опытных воинов – неизвестность. Ожидание воздействует сильнее, чем реальный выстрел. Когда человек видит опасность, он действует. Когда человек ждет опасность и не знает, откуда она придет, он начинает терять власть над собой. Он прислушивается, напрягается, перестает думать о приказах и начинает думать о том, как бы выстоять в следующую секунду. Это похоже на ситуацию, когда ты слышишь сигнал и понимаешь, что сейчас будет болт, но не можешь понять, куда именно. И чем дольше это длится, тем сильнее разрушается способность держать линию. Именно поэтому Скорпион был опаснее клинка, не потому что он мощнее, а потому что он превращал бой в нервную ловушку.
Справедливости ради, не каждый ветеран впадал в ступор, и не каждый звук выводил из строя всех подряд. Но сама логика войны показывает, почему это срабатывало. Любая армия держится на привычке и уверенности, а торсионная артиллерия выбивала именно это. Она делала опасным то, что раньше считалось безопасным, и заставляла людей опасаться не врага, а пространства между ними. А когда люди опасаются пространства, они перестают маневрировать и начинают сжиматься, прятаться и терять инициативу. И теперь мы подошли к финальной детали, которая делает всю историю еще более значимой. Она связана не с дальностью и не с болтом, а со словом, которое римляне использовали для таких машин. Это слово выглядит техническим, но со временем оно стало означать совсем другое. И когда ты узнаешь это, становится ясно, почему звук взведения воспринимался не просто как шум орудия, а как сигнал надвигающейся беды. И вот мы подошли к слову, которое объясняет все. Римляне называли торсионные машины словом «торментум». В буквальном смысле это связано с идеей скручивания, потому что корень уходит к латинскому «торкере» – «скручивать». Для инженера это просто термин, обозначающий механизм, который накапливает энергию в скрученных волокнах. Но для человека, который стоял напротив, это слово звучало иначе. Оно постепенно стало ассоциироваться не с техникой, а с тем, что техника приносит, и уже в поздней античности от него начало расти значение «мука», «пытка». Современное английское «torment» и русское «мучение» несут в себе этот след. Связь не делает римлян мистиками, она показывает, насколько сильно такие машины меняли восприятие войны. Именно здесь становится понятна роль сигнала. Характерный треск взведения был не просто шумом орудия, а маркером того, что торсион снова натянут и снова готов выпустить болт. Это не похоже на лучника, который натянул тетиву и отпустил, потому что у лучника все растворяется в общей суете. Здесь же звук выделяется. Он сухой, ритмичный и повторяемый. Он превращается в предупреждение, которое слышит не один человек, а целая шеренга. И чем больше раз этот сигнал повторяется, тем сильнее он закрепляется в голове. В итоге тревога начинает приходить раньше попадания. И именно это делает оружие по-настоящему опасным. Но римляне не занимались психологией ради психологии. Они просто использовали результат. Если неприятель прячется, значит он хуже видит позиции. Если он хуже видит, значит он хуже управляет. Если он хуже управляет, значит он проигрывает еще до того, как начинается контакт. Это цепочка, которую римляне умели запускать почти автоматически, потому что у них была выучка и привычка действовать по плану. И когда Скорпион становился частью этого плана, он превращался в инструмент, который подрывает врага изнутри. И здесь открывается еще одно применение. Скорпион был оружием не только для атаки, но и для удержания территории. Он создавал невидимую границу, через которую неприятелю опасно переходить без потерь и без потери самообладания. На укрепленных рубежах вроде Лимеса или в походных лагерях такие машины позволяли контролировать подступы без постоянного ближнего боя. Теперь не нужно было вступать в схватку, чтобы доказать силу. Достаточно было показать, что ты владеешь дистанцией, и враг начинает играть по твоим правилам. Это один из первых примеров того, как дальнобойная техника начинает заменять личную доблесть холодным расчетом. Со временем такие машины стали символом римского подхода к войне. Рим мог проигрывать отдельные столкновения, мог ошибаться в политике, мог иметь проблемы внутри,
но в инженерии и организации он часто превосходил большинство соперников. Скорпион показывает это идеально. Он не самый большой, не самый тяжелый и не самый эффектный по виду, но он действует там, где важна меткость, скорость реакции и порядок. Это оружие не про ярость, оно про управление. И если ты управляешь боем, ты управляешь исходом. Остается понять одну последнюю вещь. Почему люди запоминали не само попадание, а момент до него, тот самый короткий механический хлопок? Потому что попадание длится мгновение, а ожидание может тянуться бесконечно. И когда на твоих глазах несколько раз подряд из линии выбывают ключевые люди, мозг начинает опасаться не болта, а сигнала, который говорит, что болт уже в пути. Именно поэтому у тех, кто пережил такой обстрел, даже спустя время похожий звук мог вызывать беспокойство. Не из-за слабости, а из-за памяти, которая цепляется за самый понятный триггер. Теперь, когда мы разобрали, как действовал Скорпион, почему он был метким, почему он разрушал формации и почему сигнал взведения мог давить сильнее самого выстрела, остается сделать один вывод. Римская сила была не только в клинках, организованности и численности. Она была в том, что римляне одними из первых довели войну до уровня системы, где техника и психология работают вместе. И дальше мы поставим финальную точку, чтобы стало ясно, почему это оружие действительно можно назвать опаснее меча. И вот почему это оружие изменило все. Если смотреть на Скорпион со стороны, он не выглядит как главное оружие империи. Он не похож на гигантскую осадную башню, не звучит как легендарный клинок, не производит впечатления символа власти. Но именно такие вещи и меняют историю, потому что они незаметно ломают привычные правила. До появления торсионной артиллерии большинство людей считали удаленность гарантией безопасности. Рим показал, что безопасность – это не расстояние, а управление орудием. Важно и то, что Скорпион не был оружием одиночки. Лучник может быть талантливым, метатель может быть сильным, но их возможности ограничены телом. Торсионная машина снимает этот предел, потому что решает не рука, а конструкция. И тогда появляется новая реальность. Один расчет, действующий спокойно и метко, способен влиять на сражение сильнее, чем десятки бойцов с мечами. Не потому, что они хуже, а потому, что они вынуждены подойти близко, чтобы вообще начать действовать. А Скорпион начинает действовать сразу. Но главное было не в самой машине. Римляне превратили это в привычку. Они не относились к таким устройствам, как к редкой диковине, которую выкатили один раз ради эффекта. Они относились к ним как к инструменту, который должен быть обслужен, настроен и применен в нужный момент. Вегеций и Аммиан Марцеллин описывают артиллерию как неотъемлемую часть легиона, не роскошь, а норму. Именно поэтому противники сталкивались не просто с оружием, а со структурой, где все связано. Торсионная техника давит на удалении, пехота держит формацию вблизи, а выучка связывает эти элементы в одно целое. И когда это срабатывает, у врага появляется ощущение, что он попал в систему, которую невозможно остановить. И здесь мы подходим к сути. Человек может выдержать многое, когда он понимает, что происходит и где источник угрозы. Но Скорпион создает ситуацию, когда источник слишком далеко для любого ответа, дальность непривычна, а болт приходит слишком быстро, чтобы успеть среагировать. В таких условиях даже опытные воины начинают думать не о победе, а о том, как выстоять в следующий момент. И как только мысль «выдержать» становится важнее мысли «действовать»,
Исход начинает решаться сам собой. Есть причина, почему в античных описаниях так часто подчеркивают воздействие метательных машин, а не только их физическую мощь. Эти устройства меняли саму структуру боя. Они превращали войну из столкновения людей в столкновение организации и нервов. Один болт мог пробить защиту, но серия выстрелов пробивала уверенность. И когда уверенность исчезает, даже численное преимущество перестает быть гарантией. Но есть кое-что еще важнее. Римский скорпион был оружием, которое показывало будущее. Не в смысле фантастики и опережения на тысячи лет, а в смысле принципа. Техника начинает определять дальность, психология начинает определять исход, а человек постепенно превращается либо в оператора, либо в цель. И чем дальше развивалась история, тем больше таких примеров появлялось в разных эпохах. Но один из первых ярких случаев, когда это стало заметно, произошел именно здесь, в римских сражениях. И теперь можно честно сказать, Скорпион был опаснее клинка не потому, что он мощнее. Он был опаснее, потому что лишал человека главного – ощущения власти над ситуацией. Меч дает шанс. Торсионная машина отнимает даже понимание, на что можно ответить. И если в конце этой истории остается один звук, который запоминается сильнее всего, то это тот самый сухой сигнал взведения, который превращал ожидание в испытание. И вот к чему мы пришли. В итоге Скорпион стал не просто очередным устройством в арсенале легиона. Он стал символом того, как Рим побеждал. Не яростью, а расчетом. Не удачей, а повторяемой технологией. Не героической импровизацией, а структурой, которая действует одинаково в разных местах и в разные годы. И именно поэтому враг часто чувствовал, что проигрывает еще до того, как успевает приблизиться. Но чтобы понять это по-настоящему, нужно встать на другую сторону. Представь этот момент глазами обычного воина. Ты стоишь далеко, по меркам эпохи, даже слишком далеко для прицельного выстрела. Ты видишь римскую формацию, но не можешь ответить на угрозу. Затем слышишь короткий механический сигнал, и через пару секунд в шеренге рядом возникает пустота. В этот момент не важно, насколько ты смелый. Важно другое. Ты понимаешь, что находишься в зоне, где на твою храбрость всем равно. Именно так и рождается то напряжение, которое невозможно перекричать. Его нельзя заглушить барабанами, потому что оно связано с ожиданием. Его нельзя победить одной атакой, потому что ты не можешь достать источник. Его можно только выдержать, заставив себя идти вперед и понимая, что твой шанс зависит не от твоей силы, а от того, попадешь ли ты в чужую линию наводки. Это меняет привычную логику войны, где многое решает личное мастерство. Здесь решает удаленность, меткость и организация. И римляне знали это лучше всех. Они использовали Скорпион как инструмент, который открывает бой, выводит из строя ключевые фигуры, создает паузу и заставляет неприятеля действовать в неудобном темпе. А дальше вступал легион, где выучка и порядок доводили начатое до результата. Поэтому говорить, что Скорпион был отдельным чудом, неправильно. Он был частью системы, которая срабатывала именно потому, что все элементы были связаны. И вот почему ветераны опасались не самого болта, а сигнала взведения. Болт — это мгновение, а сигнал — это обещание, что мгновение повторится. Характерный треск означает, что орудие снова готово. И теперь вопрос не «будет ли выстрел», а «когда и куда». Такой маркер делает позиции местом, где даже тишина становится угрозой. И когда человек понимает это, он начинает проигрывать не телом, а головой. И вот вопрос, который остается после всего. Если бы ты стоял в первой линии и услышал этот сухой ритмичный треск,
Зная, что расстояние больше не спасает, хватило бы у тебя самообладания сделать шаг вперед? Или ты бы замер на месте, потому что в мире торсионных машин даже движение может казаться ошибкой? Напиши в комментариях, что ты думаешь. И если это видео заставило тебя иначе посмотреть на Римскую войну, подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие разборы. Впереди еще много историй о том, как техника, психология и организация меняли ход сражений. Если тебе понравился этот разбор, и ты хочешь еще больше историй про военную машину Рима, поддержи видео лайком. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, и обязательно напиши в комментариях, какое оружие или тактику Рима разобрать дальше. Увидимся в следующем видео.